Иногда то, что остается за кадром, оказывается гораздо смешнее и живее самого фильма. Именно в этих неудачных дублях актеры раскрываются по-настоящему. Отличным примером послужит Брэд Питт. За его плечами десятки культовых ролей, съемки у лучших режиссеров и репутация человека, который всегда знает, что делает, но при этом именно с Питтом связано удивительно много неудачных дублей. Например, в фильме «Мистер и миссис Смит» была крайне важная для истории сцена за столом. В ней персонажи уже знают, кто есть кто, но продолжают играть в кошки-мышки, не раскрывая все карты. От актеров требовались серьезность и напряжение, однако в самый неподходящий момент Питт начинал смеяться, снова и снова запарывая дубли. Иногда он мог начать дурачиться прямо в кадре, а потом спокойно попросить вырезать этот момент. Отличное настроение было и у Анджелины Джоли. Она тоже не раз срывалась на смех, останавливая съемки. Вина? Да. В итоге довольно короткую сцену удалось снять лишь с 20-го дубля. Ну а сцена танца — отдельная история. Даже невооруженным глазом заметна та самая химия между актерами. Неудивительно, что роман Джоли и Питта начался именно на съемочной площадке «Мистера и миссис Смит». В фильме «Человек, который изменил все» Питт снова отличился. В финале картины его персонаж Билли Бин рассуждает о значении последней игры серии. Сцена задумывалась как эмоциональная и пафосная. Герой мечтает изменить бейсбол навсегда. Но, как нетрудно догадаться, этот серьезный момент дался Питту далеко не с первого дубля. Мы изменим игру. Вот чего я хочу. В итоге почти весь съемочный день ушел на один короткий эпизод. Диалог в фильме выглядит как стандартная восьмерка, но на самом деле актеров снимали в разные дни. Тот день, когда Питт не мог перестать смеяться, Джона Хилла просто отпустили домой, а его реплики записали отдельно в другой день. Сложно поверить, что Брэду Питту уже за 60. С возрастом люди обычно становятся сдержаннее и реже дают волю эмоциям, но это правило неприменимо к нашему герою. На съемках «Затерянного города» Питт стал абсолютным рекордсменом по количеству запоротых дублей, и это при том, что роль у него далеко не главная. Кто вы такой? Я просто делаю свою работу. Даже простые сцены с Сандрой Буллок растягивались на десятки дублей, потому что актеры снова и снова срывались на смех. Почему вы такой красивый? Отец вел прогноз погоды. Why are you so handsome? Все эти неудачные дубли объединяет одно. Питт никогда не играет без эмоциональной вовлеченности, и за такую честность иногда приходится расплачиваться десятками неудачных дублей. Во время съемок «Войны бесконечности» одна из самых напряженных и пафосных сцен превратилась в настоящий фарс. Момент, где Чедвик Боузман торжественно вручает Баки протез, должен был выглядеть максимально серьезно и эпично, но за кадром все шло совсем иначе. Где драка? Уже в пути. Сцену снимали в Африке, и рядом с актерами находились настоящие козы. Животные постоянно блеяли, лезли в кадр и сбивали ритм сцены. Okay, now you are going too far now. В итоге съемки затянулись, потому что команда и актеры просто не могли сдержать смех. Сцена требовала максимального пафоса и серьезности, но, как назло, реальность вокруг превращала каждый дубль в комедию. Так что за одной из самых запоминающихся сцен фильма скрывается хаос, смех и козы, которые явно не собирались играть по сценарию.
Фильм «Формула любви для узников брака» задумывался как легкая комедия про кризис в отношениях. По сюжету несколько пар приезжают на экзотический курорт, где им обещают вернуть искру в отношениях, без лишних разговоров и с видом на океан. Большая часть юмора в фильме строится на неловких ситуациях, скрытых конфликтах и ощущении, что герои попали не совсем туда, куда ожидали. Мантрическая энергия, передаю карму. Но неожиданности на съемочной площадке не ограничивались только сценарием. Бум. Во время съемок сцены в ресторане в кадр случайно попал мужчина, который справлял нужду прямо во время дубля. В какой-то момент оператор заметил происходящее, и ровно в ту же секунду мужчина резко сорвался с места и убежал. Актеры не могли поверить в то, что увидели, и съемочная группа просто взорвалась смехом. Иногда для неудачного дубля не нужен ни плохой актер, ни ошибка режиссера. Достаточно одного случайного человека на заднем плане. В фильме «Люди Икс. Дни минувшего будущего» была сцена, которая так и не вошла в финальный монтаж. Ее задумывали как романтический момент, тихий и эмоциональный эпизод на фоне мрачной истории. По сценарию между персонажами должен был быть сдержанный, но страстный поцелуй, без юмора. Но на съемочной площадке все пошло иначе. После поцелуя Хью Джекман неожиданно произнес реплику See you later. как будто мгновенно потеряв интерес к происходящему. Для Холли Берри это стало полной неожиданностью. На несколько секунд она буквально замерла, а затем последовал вскрик, который ясно дал понять: поцелуй ей понравился. Ну а реакция Джекмана была бесценной. Режиссер Брайан Сингер никогда не был против импровизации, чего только стоит та самая сцена из подозрительных лиц. Но в этом случае ему показалось, что и сцена по сценарию, и шутка Хью не вписывается в общий тон. В итоге романтический эпизод полностью вырезали из фильма. Прекрасный момент, когда кино перестало быть лишь историей персонажей и на секунду стало историей самих актеров. See you later. В фильме «Царь Скорпионов» была сцена, которая по задумке должна была выглядеть эпично. Перед решающей битвой герои должны были эффектно ехать верхом на верблюде по пустыне. Но у верблюда был собственный сценарий. Как только Келли Ху села в седло, животное внезапно сорвалось с места и умчалось вдаль, без Дуэйна Скалы Джонсона. Where is she going with our camel? I have no idea. Съемочная группа уже в этот момент не понимала, снимают ли они фильм или документалку о свободе воли верблюдов. Когда актеров все-таки удалось посадить вместе, ситуация стала еще хуже. Верблюд просто сбросил их. Wait a minute, where are you going? Oh! Дубль был испорчен, а съемочная площадка парализована смехом. Иногда для по-настоящему хорошего неудачного дубля достаточно одного упрямого верблюда, который решил, что он здесь главный. Doesn't like people and certainly doesn't like me. «Целитель Адамс» — классический пример кино в лучших традициях Робина Уильямса. Добрый юмор, драма и море эмоций. Это тот самый фильм, который легко растрогает, а уже через минуту заставит улыбнуться. Но даже в такой трогательной истории на съемочной площадке нашлось место совершенно неожиданному юмору. Во время одной из сцен в больнице Робин Уильямс случайно дал газу. Естественно, вся съемочная группа рассмеялась, а актер Дэниел Лондон даже говорит Робину. Но самое смешное случилось дальше. Через мгновение Уильямс выдал еще одного шептуна, уже куда более громкого, настолько, что даже актер, лежащий на столе под простыней, не смог сдержать смех. А Дэниел Лондон, ранее просивший Робина остановиться, и вовсе не смог продолжать и покинул съемочную площадку. Редкий момент, когда трогательный фильм на секунду превращается в чистый, неконтролируемый хаос, благодаря одному человеку и полному отсутствию самоконтроля.
Фильм «Папа, до свидос» — стандартная комедия с Адамом Сэндлером. Пошлый юмор на грани, простой сценарий и бесконечный смех на съемочной площадке. Сам фильм провалился в прокате и при бюджете в $70 миллионов собрал всего 57 миллионов. Ну и, конечно, внушительное количество номинаций на «Золотую малину», которые уже стали традицией для фильмов с участием Сэндлера. Но сегодня не об этом. На съемках царил настоящий беспорядок, поскольку и Адам Сэндлер, и Энди Сэмберг славятся тем, что обожают веселиться во время работы. Они превращали простые сцены в настоящее испытание для съемочной группы, постоянно срываясь на смех. Сложно поверить, но в фильме снимался Джеймс Каан, тот самый Сонни Корлеоне из «Крестного отца». Это большой профессионал своего дела, который крайне серьезно относится к работе. В сцене венчания Энди Сэмберг постоянно забывал слова и смеялся, из-за чего Каан даже произносит: Многие пожилые актеры вынуждены были произносить совершенно абсурдные фразы, и, как вы понимаете, давалось им это нелегко. Сэндлер, конечно же, в своем стиле подшучивал над коллегами прямо во время дублей. В итоге с уверенностью можно сказать, что за кадром происходило куда больше по-настоящему смешных моментов, чем в самом фильме. Комедийный экшен-телохранитель киллера строится на контрасте характеров. На мне есть трусы. Чтобы не видеть твой зад, если снова придется менять тебе штаны. Не ношу труселя. С одной стороны, нервный, болтливый герой Райана Рейнольдса, с другой — жесткий, предельно серьезный наемный убийца в исполнении Сэмюэля Л. Джексона. Забавно, что на съемочной площадке этот контраст ощущался еще сильнее. Работать с Райаном Рейнольдсом, по словам коллег, все равно, что пытаться играть в шахматы на американских горках. Каким бы серьезным ни был настрой в начале сцены, сохранить его до конца практически невозможно. Даже Сэмюэль Л. Джексон, известный своей концентрацией, в какой-то момент просто сдавался и начинал смеяться. Рейнольдс постоянно импровизировал, добавлял реплики и намеренно забивал партнеров по сценам. К слову, песню Кенни Роджерса на съемках он поет не впервые. Точно таким же образом он запарывал дубли и на съемках Дэдпула. Сэмюэль Л. Джексон в интервью рассказывал, что при работе с Рейнольдсом вопрос был не в том, получится ли сцена, а в том, кто из актеров первым не выдержит и рассмеется. Фильм «Спасатели Малибу» не понравился ни зрителям, ни критикам, даже несмотря на то, что в картину позвали звезд оригинального сериала Памелу Андерсон и Дэвида Хассельхоффа. Но все же в фильме есть пара забавных моментов. Особенно выделяется та самая замедленная пробежка по пляжу. Сцена одновременно объединяет сразу два мема: культовую заставку из оригинального сериала и фирменную приподнятую бровь Дуэйна Скалы Джонсона. Но самый смешной момент этой сцены вообще не был запланирован. Во время съемок Зак Эфрон оступается и падает прямо во время дубля, без какой-либо постановки. Реакция остальных актеров была абсолютно искренней. Сцену не стали переснимать, потому что это неожиданное падение оказалось смешнее всего, что было прописано в сценарии. Иногда один неуклюжий шаг работает лучше любой шутки, особенно когда вас снимают в слоумо. Ты носишь ботинки, как простой смертный? Серьезно? Как низко ты пал? Фильм «Пираты Карибского моря. Мертвецы не рассказывают сказки» — типичный пример огромного голливудского производства, где просчитано буквально все. Каждый кадр, каждый жест, каждая пауза — результат точного плана, расписанного по секундам. Но даже в таком выверенном до мелочей проекте иногда достаточно одной шутки, чтобы все пошло не по плану. Sprechen Sie Deutsch?
Во время съемок одной из сцен реквизиторы решили слегка развлечься и подменили бутафорский ром настоящим. Разумеется, ничего не подозревающий Джонни Депп сделал смачный глоток прямо в кадре. What's in there? Шутка быстро перестала быть смешной, потому что актер уже не мог нормально продолжать съемки. В итоге из-за одного безобидного прикола весь съемочный день фактически пошел на смарку. Получилось символично. Съемки, продуманные до мелочей, оказались бессильны перед самой простой и старой шуткой на площадке – подменой реквизита. Ошибки, смех и моменты, когда все идет не по плану – это не обратная сторона успеха, а его обязательная часть. Без них не было бы ни великих сцен, ни настоящих эмоций, ни хорошего кино. Спасибо за просмотр. Удачи!